Так, это мы после операции привезли Монечку домой. Она еще не отошла от наркоза. Ну, вернее, в больнице она уже была в сознании. Домой привезли. Вот она то ли спит, то ли ей так плохо. Трясет все. Бедная. И Венечка тут как тут. Венечка у нас нянька. Он что, за Луночкой смотрел, когда ее тоже после операции привезли, он от нее не отходил. Что сейчас от Монечки тоже бегает вокруг нее. Так, ну вот, подожила маленько. Уже прошло часа полтора, наверное. Ну вот, потихоньку приходит в себя. Ну и видите, Веня. Веня просто не отходит. Он у нас бдит. Все равно ее еще трясет. Она какая-то вся холодная, лапы холоднющие просто. Подушечки бледные-бледные. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Мы приехали в строительный магазин для нашей кухни, в которой сейчас идет ремонт. И у нас целый список, надо очень много чего купить. И при этом еще успеть к вечеру вернуться домой, потому что вечером к нам должна приехать доставка с сюрпризом. Все. Самая коробка, да? Не длинная, не надо. Так, нам надо под него. Так, ну и пока муж там выбирает неинтересные штуки, я решила посетить свой любимый отдел. Нельзя приехать в Бау-центр и не зайти в цветочки. Очень хочется все их тут скупить, но, во-первых, мне ставить некуда. Меня муж уже проклинает с этими цветами, потому что некуда вставить. Все поверхности заставлены цветами. А я каждый раз, когда мы сюда приезжаем, а приезжаем мы сюда довольно часто, я без цветка не ухожу. Но знаете, я заметила одну особенность. У меня еще очень много цветов отсюда пропало. Вот где бы я ни брала, в Леруа, в Бау. Почему-то магазинные цветы, я не знаю, что они там, чем они их там поливают, но почему-то в домашних условиях они перестают расти и погибают. Очень много цветов у меня погибли. Так, а это полочка с уценкой. Здесь полудохлые цветы с хорошими скидками. Бывают иногда такие экземпляры. Вот, например, с хорошей уценкой. Ну, конечно, не факт, что он приживется. Или вот, например, драцена. Она сама по себе очень дорогая, а с уценкой можно купить. Вот кактус интересный. Ну, что-то он не нравится мне его. Низ какой-то подгнивший. Вот толстянку я давно хотела. Толстянка довольно такая неприхотливая. Ну, вот 100 рублей. Можешь взять, в принципе. Он листочки новые выпускает. Может, у нее не все потеряно. Я, наверное, ее возьму.
Так, у нас уже 9 час вечера, и только-только вот приехала ко мне моя малышка, моя посудомойка, как я давно о ней мечтала. И вот, наконец-то, это случилось. До этого как-то нам все некуда было ее поставить, а тут мы затеяли глобальную перестановку, перестройку, можно даже сказать. И оказалось, что, в принципе, ее можно попробовать куда-нибудь впихать, хотя места по-прежнему у нас нет. У нас всего ничего места. Посуда так и стоит, дожидается. Вообще она ехала к нам неделю. Почему так долго я ее, собственно, ждала? Потому что мы ее заказали в прошлое воскресенье, сегодня пятница. И нам все магазин переносил сроки доставки. Так, свет сейчас включу. О, переносил сроки доставки, ее в крае даже не было такой именно модели. И везли откуда-то с Махачкалы, что ли. Короче, я не помню, откуда-то оттуда, с тех краев ее везли. И только-только. И то муж сам поехал в магазин, потому что уже вечер. Дело уже подходит к концу дня, и ее все еще нет. Он поехал сам в магазин. Оказывается, что ее в магазин доставили, но они там что-то себе напутали. И, в общем, эта машинка у них стояла на доставке на завтра. А у нас был самовывоз. Они там долго разбирались, чья же это все-таки машинка, но в итоге пришли к выводу, что это наша. Вот ее муж привез. И, собственно, что мы сейчас хотим? В общем, сюда, как я уже говорила, пойдет гарнитур. Это мойка нафиг с пляжа. Потому что это вообще раковина. Она была в ванне. Здесь у нас была ванна. Вот муж заложил окно. Я уже показывала, по-моему. Покрасили, трубу вывели под вытяжку. И теперь у нас здесь будет кухня. В общем, сюда сейчас встанет гарнитур. Но пока гарнитура нет, мы решили ее пробно подключить. Вот именно в таком виде. Сейчас муж навесит какие-то фильтра. И вся эта посуда перекочует вот сюда. Я надеюсь, фокус удастся. Пока пробно протестируем ее. Вот. Фирма Bosch. Вообще мы, когда выбирали, смотрели много отзывов, видео, и в основном люди рекомендуют покупать либо Bosch, либо Indesit. Также смотрели мастеров, кто чинит вот это все дело, и сказали, что вот либо Bosch, либо Indesit выбирайте. Ну, мы выбрали Bosch. Не самая дешевая, не самая дорогая, без всяких каких-то навороченных функций, которые, я думаю, мне никогда не пригодятся. В общем, мне надо только, чтобы она мыла посуду, собственно. Вот. Ну, самую дешевую тоже брать не стали, потому что у нее там ряд каких-то функций отсутствует. Жизненно необходимых. Вот. Такое. Среднюю категорию выбрали. Думали вообще узкую, но... Ну, потому что места нет. В итоге пришли к мнению, что все-таки когда-то у нас же будет дом и будет большая кухня. И, в принципе, сейчас мы ее постараемся куда-нибудь впихать. А дальше она уже нормально, в нормальную кухню все встанет хорошо. Вот. Так что сейчас вот все подключим и проведем тест-драйв. Так, ну вот, пошли у нас работы. Сейчас повесим фильтры сразу. На скоряк ее подключим. Я, правда, не знаю, сколько это займет по времени. Время уже позднее. Но муж очень хочет попробовать именно сегодня помыть в ней посуду. А вообще, конечно, у нас время не терпит. Нам бы к Новому году кухню-то собрать, потому что оставаться в таком виде в Новый год не очень хочется.
так было. Как-то. Я вот так понимаю. Временно. Крышку, получается, поворачиваешь, снимаешь, ставишь воронку. Берешь соль. Открываешь соль. Ой. Чутка окропай. Даже. Один таблет. Угу. Ну что, надо включить. Может там-то у него все равно трубка. Я думал изначально. Ну да. И здесь через бок. Ну да, все неправильно мы не могли. Ну, посмотрим, как это все будет работать. Специальной соли 11. Опустите кнопки. Индикатор необходимости добавления соли 11. Индикатор сушки 8. Мигают, загорается индикатор А. Ступень 1. Вот это. 2, 3. Раз, два, три. Вот так, значит, выключено. Раз, два, три. Вот так по максимуму. Начнем. Окей. Это пылесос. Сюда надо засунуть что-то такое. Деревяшка какая-то. Нож. Куда это ложить? Оттяжка. Она сильно грязная. Ее, наверное, надо положить как-то. Вот так. Да? Чтобы она снизу хорошо помылась. Пеллер, видишь, он снизу. Эти. И вот здесь тоже они вверх бьют. Здесь тоже достаточно засохшая. В общем, давай по-разному поставим, чтобы понять, как лучше. Как... Ну, вот так, да? Опять же, у нас сильные загрязнения. Засохшие такие. Швед не попал. Во вторую. Тут и во вторую тут. Ну, плохо будет. Ее в конец поставить. Вообще грязная сильно. Ну, что, дальше надо что-то искать. Сюда напихивать. Только что напрокинулся. Ну, это уже надо будет только опытным путем понимать. Защелкнулось. Так. Ну что, это еще какие-то есть у нас? 1 час. Я себе дополнительно поставлю. А, вот индикатор у меня. Сейчас я выключу. Угу. Есть такой момент. Если я еще сюда листану, больше не листает. Угу. 1 час. Что, все? Угу. Просто выключаешь. Старт, наверное, надо нажать. А, да. Вот, теперь она начнет стирать. У нее, видишь, все это дело отключается, потому что она думает, что ну, ты этого не видишь, потому что эта столешка будет прикрыта. Так, что там вытянуть?
Запустили ракету в космос. Теперь надо подождать 1 час и посмотреть на результат. Так, ну что, час прошел. Смотрим. Я крышку на сад уберу. Сковородку оставим. Посмотреть на нее. Потом поближе. А чем я это делаю? Импеллер и нажимаю. Вот видишь, и стенки. вытащить вот тут? Или он тоже горячий? Щелкнули. Перевернешь? Ну, Чё? вот моя крышка, допустим. Вот вилка, я вижу, грязная. Ну, говорю, может, неправильно поставить. Кружка у меня хорошая.